Всем привет, друзья! В этом видео мы с вами загрузим рыбу. И я расскажу, как я перевожу рыбу, как в целом ее перевозит большинство. Специфика, температура, выставление, вот эта вся история. И затем мы с вами заедем на паром из Нюнинсхамна до Гданьска. Я вам сделаю обзорчик, как, где, что, куда мы заезжаем, покупаем билет, электричество к рефу и так далее. Поэтому обо всем по порядку. Что ж, у нас дождики пошли, осенняя погода, но я еще в майке. Иду пополнить запасы кавы. Сейчас вам покажу, что я там миксую. Вот в арсенале вам на любой цвет. В конце ноября, где-то в середине ноября уже будут доступны на 26 год. Так, вот у нас какао. И потом я еще возьму кафе Мока. Здесь, когда набираю какао, жду момента, когда начинает идти вода, и убираю кружку. Потому что вода нам лишняя здесь не надо. Вот. Спасибо. Горячая какая-то. Класс, успел на паром. Ничего себе. Вышел на улицу, тепло. Класс. Еще лето у нас немного. Но все кругом уже в суровых цветах у нас. В синих. Спереди немножко все более черное, конечно же. Сзади картинка была покрасивей. А двигаюсь я в сторону, забыл название. Что я хотел сказать вам? Сортланда. В Сортланда будет у меня там загрузка. Поднимаемся на мостик перед загрузкой. Тоже не менее пейзажное место. Ходил я здесь в лесок погулять, искал тропу горную, но не в эту, а там вот в той стороне сзади. Но не нашел. Ну, нашел, но там непроходимое, так сказать, место немного. И здесь по левой стороне у нас загрузка будет завтра. Здесь не участвуешь, спокойно сидишь, придут, позовут, когда стать под рампу. Душ, кухня. Кстати, отрывочек я скидывал в Телеграм, подписывайтесь, чтобы быть в теме. Ну и смотрю, здесь несколько машин, которые в прошлый раз были. Мы вместе грузились. И вы одну из них могли видеть в предыдущем видео. Я так понимаю, я здесь буду стоять. Проедусь по кругу, погляжу, что там к чему. Да, много машинок на загрузку. А вот наши северный олень. Прямо напротив рамп я стал. Еще одна машинка рядом со мной может стать при желании. Только я припарковался, как освободилось сразу два места, поэтому стал, как все, в один ряд. Стою, немножко обтекаю, чтобы не так текло, потом подморожу и все будет супер. Но если есть возможность немножко спустить воды, то лучше постоять, спустить. Вот про то, что я и говорил, загрузка рыбой полная, да, у вас 23 тонны на жопе и всего лишь 15 на седле. А подняли меня вообще ни свет ни заря.
У нас 8:49 всего лишь. В 8 утра ко мне подошли, сказали, грузимся. Все спали еще. Он сам спал на ходу. На автомате все мне говорил. Вот. Я пока что фильмец досмотрю и позавтракаю творогом со сгущенкой и с чайком. И поеду. Хочу вам провести небольшой экскурс по стоянке, на которой я за 8 лет ни разу не стоял. В целом не знал вообще, какие здесь условия и что здесь делать. Мы с вами находимся в северной Швеции, практически в самой северной ее части. Это недалеко от города Кируна и в 100 с чем-то, честно. Я вам оставлю точку, да, в описании вы найдете точку с этой стоянкой. Это единственная первая большая стоянка, как от 4-й дороги по Швеции ехать, так и от границы с Норвегией, в которой есть туалет, есть вода, теплый туалет, то есть вода, которую можно набрать. Я, собственно, это и сделал. Довольно-таки хорошая, классная вода. Здесь есть ресторан и отель, но здесь все работало в летний сезон. И висит вывеска. Вот, что всем спасибо за летний вам сезон. И ресторан будет закрыт аж до 1 декабря. И здесь, то есть да, здесь отель, ресторан, все дела. И здесь есть даже душ. Собственно, откуда я это узнал? А написано на туалете. Для тех, кто любит полоскать яйца в раковине, специально висит табличка, что спрашивайте в ресторане, цена 50 крон. Но у нас-то закрытый сезон уже, так как сентябрь. Но здесь висит номер телефона. Вот. Кстати, с кодом совсем мне непонятно, чей это код. Плюс 385. 385. Это финский, что ли, номер? Ну, короче. Можете попробовать позвонить, может, вам предоставят душ. Ну, а здесь милое, классное местечко с такими вот отельчиками. Цена тоже, если честно, я не знаю. Если бы было открыто, можно было бы посмотреть, я думаю, цены. Но я думаю, может, сайт какой-то у них здесь есть. Нет, я не знаю, честно. Вот спонтанно просто пришел, показал вам то, что я увидел. Вот. А в целом место всегда здесь есть. Ну да, летом, конечно, здесь тоже много кемперов. Потому что я говорю, что это с цивилизацией. Это одна из единственных стоянок в радиусе 200 километров вообще в целом. Я, если честно, не знаю, это старая дорога или все-таки раньше так тоже здесь было. Здесь 3,9 высота написано. Но я уверен, что в целом здесь могли раньше проехать 4-метровые, по крайней мере. И даже, в принципе, 4,10, 4,20. О, здесь лодочка даже вон с мотором есть, на веслах. Я думаю, это все дело от отеля. И также можно здесь брать это в аренду. И с той стороны, кстати, тоже есть лодки. Во как. Красиво. Красота. Благодать. Но нам пора ехать дальше работать. Кстати, забыл вам показать сани с поворотной осью. Классно. Классно выглядящие. Можно также зимой покататься. Что ж, утро у нас следующего дня. И вот она, специфика работы на рифе, так? Что у нас на данный момент? 0 был выставлен в итоге, старт-стоп плюс 2,7. Напомню, температура перевозки у нас лосося атлантического 0 плюс 4. И хочу посмотреть сзади, да? Течет? Не течет. Пломба, кстати, тоже на месте. Значит, что? Сделано все у нас идеально. И, собственно, напомню еще раз, что я делал. При выезде я немного постарался постоять, слить воду под уклоном. Затем был включен рев на минус 10 на 4 или там, да, на 4 часа у меня вышло, как раз остановился на паузу. И затем вышел дефрост, и я поставил на минус 2
постоянку еще на 4 часа. Так, и затем уже, когда я остановился, я переключил на старт-стоп. И на протяжении часа я 2 раза выходил из машины и переключал температуру на -1 и на 0, так как она немножко повышалась. И температура стала стабильная. И к чему я вообще сейчас вам все это рассказываю? Реф у меня не завелся за ночь. 9 часов я отстоял сейчас ни разу. Вот вам, собственно, и все. А в данный момент я на заправке. И вот вчера я за один вечер попал под какую-то диско просто малярию, самую натуральную. Просто какой-то жестяк. Это буквально за пару часов. И притом это был уже темновато было. То есть, еще не темно было, но уже смеркало, так сказать. Засрал я, прям перед Польшей, так что нормально. В целом, отмоется на базе. А заправляемся мы сейчас в Швеции всегда. Мне нужно плеснуть литров 400. Вот. Чтобы доехать до Польши. Так как в Польше у нас приоритет. Здесь по цене вот на данный момент это в кронах выходит 16,71. Но как для фирм, там НДС и вся эта история. Я там точно не знаю, как там все это считается. Но по цене выходит для фирмы около 12 крон. Вот такая примерно выходит цена за 1 литр дизеля. В целом поясню для тех, кто вообще не в теме, кто новичок, кто просто зритель. По поводу рыбы, по поводу того, что я ставил -10, в целом вся вот эта вот процедура, ничего плохого для рыбы это не приносит. Значит, чтобы испортить нашу форель, это нужно продержать ее в минус. Мы здесь говорим сейчас о свежей рыбе. Я везу свежую рыбу. В основном мы перевозим свежую рыбу из Норвегии. Везти из Норвегии заморозку это очень крайне редкая штука. И специфическая для определенных ситуаций. Идет отсюда всегда свежий лосось. Либо дикий, либо фермерский. Итак, любой, и про дикий, и про фермерский, перевозка в целом идет одинаково. И чтобы его испортить, нужно продержать его сутки в -20, например. Я вам так образно говорю, да? Либо же сутки при +10, там, например. Тогда вы его испортите. То есть лосось специально погружается в коробки. В коробки эти засыпается специальный этот лед. Я не знаю, как правильно называется, сухой, не сухой там или какой. То есть он не тает при температуре +1, +2, +3, +4, +5. Он начинает таять от 5 градусов там и выше. Поэтому, грубо говоря, рыба находится в своем вакууме. Под защитой. Вся, которая вытекает вода. И все, что вам дает в принципе температуру в рефе, это вот эта вот вода вокруг, которая стекает самого, да, из лосося вытекает, из этих ящиков, естественно, она вытекает. Это значит, мы ее замораживаем. Мы замораживаем воду, она не течет. Во-первых, рыба не должна течь в целом при перевозке. Это все рекомендации в целом погрузочных компаний. Температура перевозки от 0 до +4 градусов идет, да? Но, естественно, если мы сразу такую рыбу загрузим, она у нас будет течь. Естественно, будет течь, потому что со склада редко рыба загружается, подготовленная, правильно там охлажденная и так далее. Нет, она всегда течет практически. Мне очень редко попадалась рыба, которая не течет. И значит, мы это дело, которое все течет, мы его замораживаем. Воду вот эту вот вокруг коробок мы ее замораживаем. Даже на фирме, например, вот с Сор-Арноя выезжаем, там вообще -20 говорят ставить, сразу -20. И вас могут не написано, что вас могут не пустить на паромчик, который там идет оттуда сразу. То есть без паромчика вы не выберетесь с этого с парома и останетесь там жить. Вот, пока у вас рыба не перестанет течь. Такая вот, да, история. И поэтому, да, на паромы, на большие также может быть проблема такая. Сейчас
В последнее время я нигде такого не видел, но раньше, вот когда я работал в Ларсприме в 2019 году, точно не пускали на паром Гетеборг Фридрихсхафен, если у вас текла рыба. Вот как-то так. Значит, что еще я хотел вам рассказать. То есть, да, процедуру, которую, значит, я делаю. Минус 10 экстремальную такую. Ну, это не экстремально. Минус 20 это экстремальная у нас заморозка начинается. Но я ставлю минус 10. Этого хватает на первых 5 часов. То есть, я еду первую свою, да, смену 4:30. В целом, на это время ставится минус 10. Но я еще смотрю, продолжает ли рыба течь или нет. Если она продолжает течь после первых 4 часов, я ее оставляю дальше на минус 10. До тех пор, пока она полностью не перестает течь. Затем, если дефрост не споймал, когда остановился, значит я включаю ручной дефрост. Дефрост это у нас разморозка системы. Я включаю дефрост, и после дефроста я выставляю на минус 2. И, собственно, как я и сделал, что я остановился. Минус 2 постоянку. Минус 2 постоянку. И перед сном температура на улице была у меня ночью 14 градусов. Стартовал я, в принципе, да, с 14 градусами. Так было и ночью. Все, сейчас днем то же самое. Рыба немножко, естественно, в этой температуре побыла. Опять эта вода подтаяла, она чуть-чуть потечет. Я сделаю уже, не буду минус 10, я поставлю минус 2 постоянку. Пусть тарахтит. И к вечеру, к следующему сну, то есть я буду становиться сейчас на 45 вообще часов. И мне опять нужно ночью, чтобы он молчал. Поэтому я сделаю ровно так же. И вам потом об этом расскажу. Ну, стыдно вот должно быть таким водителем на таких машинах, чтобы грузовик подпирал, ехал. Это просто вот они позорят. Позорят легендарные машины. Это жесть. Стою я 45-ку, и 16 часов я отстоял, и мой рев завелся ровно 2 раза. Всю ночь я спал, естественно, в тишине. На данный момент у нас 0 градусов выставлено, 2 градуса он на старт-стопе, то есть стоит. Температура на улице, я в майке, плюс 15 градусов. Утро понедельника. Кстати, да, я стою в Тенебро, стоянка здесь. Здесь кьюшка, и чуть дальше там ресторанчик Раста. Так вот, в этом ресторанчике Раста, мало кто знает, продается свежеиспеченная выпечка. И я сходил с утреца себе, купил вот такую штучку за 70 крон. Да, в магазинах типа Ика Куб вы можете купить такое дешевле, но это только из, грубо говоря, из печки. И не размороженный продукт. Все, с рефом сделал я все четко. У меня стоит один на автомате. Поздно вечером он у меня где-то в районе 12 завелся. И только вот утром завелся в 9. То есть спустя тоже 9 часов. И, кстати, на данный момент у меня ничего не течет. Чуть-чуть там просачивается, но я уже стартану как на паром. Вот как видите, влажно. Это откуда-то там все текло, непонятно. Уже когда буду стартовать на паром, я втыкну на минус 5 еще. Вот. Даже в самом порту, может быть, уже даже это сделаю. И все. И тем самым перевозка у нас вышла успешная. 45 часов я отстоял тоже шикарно. Практически в полной тишине. Хоть у меня и рев. Добрался я до Нюнинсхамна. У нас будет паром Пол Феррис фирма из Нюнинсхамна на Гданьск. Идет он долго. Вам в конце видео я скажу, сколько в итоге получилось, покажу на Тахе. И, значит, здесь мы едем в старый порт. То есть полностью въезжаем в Нюнинсхам и едем по прямой. Не ошибетесь. И под самый конец, вот сейчас у нас одно кольцо. Тут есть Lidl, можно сходить прогуляться. Ты куда едешь? Едешь нормально. И у нас на следующем знаке стоит значок парома.
И с той стороны у нас сам, собственно, порт. Сейчас я вам покажу. Тут два варианта, в принципе, как вы можете сделать, когда подъезжаете. Либо сразу заехать, стать в линию и пойти за билетом. Либо же можете остановиться на площадке. Так, вот у нас, собственно, Гданьск указатель. Паром. Еще на Росток отсюда идет. Так, о, кстати, Полферрис и стоит. На него мы и будем, собственно, я так понимаю, грузиться. Здесь есть первая, вот, ну, не первая, а уже единственная, да, площадка, где можно стать, пойти за билетом. Ну, а я же, что я сделаю? Я заеду, стану сразу в линию. Сразу стану в линию и пойду потом за билетом. Здесь мы проезжаем, и вот наш тоже здесь дерево закрывает немножко знак. Также указатель Гданьск грузовым. И офис, также вон Полферрис. Здесь едем мы до вторых ворот. Регистрация уже должна быть открыта тоже на этот момент. И звоним в Полферрис. Показал я паспорт, там специальное место есть. И мне назвали линию и сказали, приходите за билетом. Вот, я вижу 10-11, еду на 11 линию, становлюсь и иду за билетом. Как-то так мне сказали стать. Еще она спросила, с подключением у меня будет реф или нет. Я сказал да, и вот затем она уже назвала линию. Здесь идем в такую вот калитку с этой стороны. Стоп, кнопка. Нажимаем кнопку, загорается стрелка, идем дальше. На обратном пути нам дадут бумажку с кодом от этой дверьки, так сказать, да? Все, надавали мне сейчас тут кучу карточек, сейчас сядем в кабину, я вам все покажу и наглядно заполню вам еще эту карточку, чтобы был пример. И здесь у нас раньше отправлялись мы с этого порта на Латвию, но сейчас это в новом порту. Новый порт у нас находится где-то там, вдалеке. Новый. Вот здесь у нас пока что только... да. Дали мне вот код. 102-205. Есть. Все, также спрашивают, какая температура будет прицепа нашего. И какая разбежка максимальная. То есть вы говорите там плюс 2, плюс 3 градуса, минус 2, минус 3 градуса. И если вдруг в момент перевозки температура куда-то начнет там уходить, то с вами свяжутся, вызовут вас, вот, и проведут там, где припаркованы все тягачи, и будете смотреть, что у вас там не так, куда там и что идет, почему температура неправильная. И он также при подключении электричества запишет температуру. И что мы имеем? Значит, номер резервации здесь, в нашем случае не надо. Куда мы идем? Номер тягача, номер прицепа. Там длина, ширина, высота. У нас дизельный двигатель. Везем мы рыбу, вес 23 тонны, АДР нет. Да, электричество нужно. Откуда? Из Норвегии в Польшу. Имя, фамилия в первой строке, потом дата рождения, страна я пишу, номер телефона не обязательно, подпись и дата. Все. Так, вот то, что... Ё-моё, разбурилось все. Так, нам... это у нас наш билет погрузочный, так сказать. Второй билет с номером кабины. Он же у нас будет от еды. Все, так, это я вам показывал. И на лобовое стекло с указанием температуры. Плюс-минус 1,3. Плюс 1, минус 3. То есть вот такой диагональ. Ну да, отлично, в принципе. Так, номер кабины, вес и все остальное здесь указано. Вот, все, фиш. Мы ее ложим на лобовое стекло. Что ж, заезжаем на паром. У нас 17:02, отправление 18. Сказали заезжать задом. Все, закрываем страну Швеции.
И вводим паром. И идем, как всегда, в поисках кабины. По указателям я взял целую сумку с собой. И ноутбук, и зарядки. То тяжелая какая-то вышла. Каюта по стандарту. Я надеюсь, буду один. Обычно на этом пароме по одному. Все, в душ, постричься, побриться и пойдем кушать. И главная стадия на пароме. Еда. Здесь вы приходите и говорите из меню, что вам надо. Там есть несколько вариантов. И здесь остальное салат и суп берете уже сами. Вот я взял суп. И жду, мне сейчас должны принести галенку с картошкой фри, короче. Также напитки и десерты. В целом здесь все понятно. И для водителей здесь это происходит на верхнем этаже, в отдельности от большого ресторана. Вот так это дело выглядит. И, конечно же, в заключении трапезы десерт. Все. Паромчики я этот показывал уже в своих видео, поэтому здесь особо-то и ходить никуда не надо. Если что-то интересное увижу, еще покажу. А так, завтра съедем и завершаем. На завтраке ситуация точно такая же. Набираем только уже все сами. Здесь не носят по меню. Там яичница, сосиски. В общем, как на всех других паромах. С 8:30 до 10 завтрак. То есть мы приходим где-то, наверное, так же. К 10 он должен прийти в порт. Здесь, кстати, есть какая-то программка для водителей. 100 злотых для магазина. А вот еще была акция для многих. Это интересно, кто ездит с женами или с детьми, что вторым другие кировцы. Или именно все-таки водитель второй бесплатно. Короче, ладно, эта акция уже закончилась. Нет, до 15 сентября еще будет. На линиях из Свиноустья в Истат и из Гданьска на Нинсхам. Из Нинсхам на Гданьск и в обратную сторону точно так же. Нашел еще и параметры я этого корабля полностью. Короче, главное, что 310 легковых, 50 грузовых. Вот так влазить сюда. Ну что, вот я и в клубе. Подошел я на ресепшн, спросил, как-то мне вступить. Дали мне карточку. И первый штамп уже поставили. Еще 6 штампов. 6 поездок на Полферрисе. И я получу 100 злотых. Чтобы потратить их в магазине или в баре. Szanowni Państwo, informujemy, że pokład samolotowy został otwarty. Prosimy kierowców o należenie. Наша машинка еще, получается, здесь была. Да, здесь так. Да. Да, 18 аж вон 30. Все, здесь отключили, переключаемся на дизель. Качаем воздух и выезжаем, так как я первый. Ага, зеркало. Сейчас зеркало надо мне еще отковырять в обратную сторону.
Здесь у нас выезд с такими трамплинами, тоже искажает немножко камеры, они более такие крутые, поэтому просто медленно, аккуратненько выезжаем. Не надо никакие подушки поднимать, опускать, и все должно быть хорошо. И там ребята на выезде тоже будут контролировать, там машинка выезжает, вон, аккуратно, медленно, они смотрят, чтобы он не задел ничем. Паром наполовину был пустой, так как был понедельник. Если бы была пятница, то он был бы битком. И все, друзья, обычно здесь простой у нас идет выезд. Так что увидимся дальше на других паромах. А, вот эта темка. Журок и Гроховка. Супы с кухни. Зарваться, что ли, мне туда с полуприцепом пыли там дать им. Ну, в целом, возможно заехать на грузовике. Вот и подходит к концу наше путешествие с старушкой. Я подъезжаю к базе. У нас здесь такой вот заездик. Так, сейчас главное... Шеф на месте еще, значит, ворота должны быть открыты. Ух ты, тут движуха какая-то, очередь на мойку. Ну что ж, будем ждать, значит, очереди. Движуха полным ходом среди ночи. Знакомый номер, да? Но нам не к ней. В ней уже занято. Идем мы с вами немножко сюда. Поворачиваем за угол, так сказать. И вот стоит аппарат, на который завтра я пересяду.